Привет! Многие считают, что русский звук «ы» и английский звук как в слове big, они похожи. Это совершенно не так, это разные звуки, и по высоте языка они отличаются. Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео вы узнаете про произношение. В прошлом видео я спросил вас, если вы хотите поподробнее узнать про интонацию, если, может быть, кто-то хочет курс, напишите в комментариях, и очень многие люди написали. Немножко, так сказать, поправлюсь. Мастер-класс я проведу по интонации. Если кто хочет принять в нем участие, вы можете найти меня в Инстаграме и написать мне в DM, чтобы я видел, что вы хотите. Детали я оглашу позже, это будет все написано в Stories. И также следите за моими Stories в Инстаграме по поводу того, какие темы будут освещаться. Я думаю, в один мастер-класс это все не влезет. Мастер-класс будет проводиться в режиме live по Zoom, то есть от вас будет нужно, чтобы было соединение. И желательно, чтобы вы непосредственно участвовали в этом живом, так сказать, мастер-классе. Ну, конечно, если в силу времени и чего-то, еще каких-то обстоятельств вы не сможете присутствовать, то записанная версия может быть вами использована. В английском языке различают до 6 контуров интонационных, так называемых intonation contours. В этом видео мы коснемся двух. Это контур вопросительного стандартного предложения и обычного повествовательного, так называемые question contours и statement contours. Посмотрите на экран, перед вами вопрос. Перед вами ответ на этот вопрос. Ответ «да». С какой интонацией вы зададите этот вопрос, чтобы ответ был «да». Напоминаю, ответ не один из предметов, указанных в этом вопросе, а ответ должен быть «да». Вы можете поставить это видео на паузу, потом проверить, с правильной ли вы интонацией это произнесли. Вы можете этот вопрос произнести с двумя разными интонационными контурами. Первый из них, допустим, будет у нас unlimited choice, то есть на этот вопрос мы будем отвечать просто либо «да», либо «нет», потому что у нас нет выбора, it's unlimited. И на второй вопрос, вы с ним знакомы, я думаю, многие часто его практикуют, limited choice, когда нужно выбрать один предмет из списка предложенных, из двух. Итак, когда нам нужно ответить «да», вопросительный контур следующий. Допустим, вы на кухне чего-то там делаете, к вам пришли гости или гость, и вы говорите «Do you want tea or coffee?» Послушайте еще раз. «Do you want tea or coffee?» И человек говорит «Sure». Или yes, or no, I'm good. Do you want tea or coffee? Обратите внимание, что моя интонация восходящая на последнем слове это coffee. Также обратите внимание, что у меня интонация совершенно прямая, когда я говорю первое слово. Do you want tea or coffee? Do you want tea or coffee? То есть у меня нет do you want tea or coffee, это уже второй интонационный контур, и на этот вопрос мы не можем ответить да, это будет вообще не в тему. Теперь сравниваем. Limited choice, когда мы хотим, чтобы человек выбрал, помните, как в самолете, вам курицу или рыбу. Do you want tea or coffee? Здесь интонационный контур вообще другой. Вы повышаете интонацию или pitch на слове tea, но на слове coffee вы ее понижаете. И очень часто используется, кстати, в речи, когда просто человек хочет узнать, ты будешь там чай, кофе, будешь или нет? То есть, согласитесь, не всегда мы выбираем, ты будешь чай или кофе. Иногда нам сначала нужно спросить, вообще вы что-нибудь будете пить? Вам чай, кофе сделать? Вот по-русски мы говорим сделать. Смотрите, у нас интонационный контур тоже уходит наверх. Но в английском языке нет вот этого do, поэтому все это рушится и нельзя перенести из родного языка этот контур в английский, поэтому нужно тренироваться. Do you want tea or coffee? И на самом деле с непривычки трудно сделать, потому что хочется именно вот это do you want tea or coffee? Попробуйте потренироваться. Главное, держите ваш pitch на одном уровне, где-то в районе двойки. Do you want tea or coffee? Теперь вы можете человеку предлагать одеяло, тапки, и когда ему нужно выбрать, вы, соответственно, можете поменять интонацию. Следующий момент – это интонация в так называемом хвостовом вопросе. Помните, в школе, по крайней мере мне, объясняли только один пример, и про интонацию даже никто не упоминал. То есть, когда мы чего-то говорим, и там isn't it? Или didn't you?
don't you? И всегда у нас была восходящая интонация, и это, по сути, был обычный вопрос. То есть с таким же успехом можно сделать do you. Например, приведем такое предложение. You like sushi, don't you? You like sushi, don't you? Видите, мы делаем вопрос. Я могу просто спросить do you like sushi? Это будет то же самое. Интонационный контур здесь одинаковый. На последнее слово восходящая интонация. You like sushi, don't you? Do you like sushi? То есть в обоих этих предложениях я не знаю, любит ли человек суши. Я спрашиваю, а что делать, когда вы просто хотите удостовериться? Вы не задаете вопрос, вы знаете ответ на ваш вопрос, что это либо да, либо нет, но вы просто хотите, чтобы собеседник с вами согласился. Именно такой интонационный контур используется чаще всего. Да, хвостовые вопросы используются чаще всего для того, чтобы начать разговор, особенно с незнакомцами, так называемый small talk. Стоите ли вы в очереди где-нибудь длинной за билетами, либо на кассе, и вы хотите как-то с человеком заговорить, и вы можете сказать, например, It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? Здесь вы ничего не спрашиваете, вы прекрасно видите, что замечательная погода, солнце может быть, или, например, не жарко, да? И вы хотите, чтобы человек с вами согласился. You're seeking confirmation. Right? Как бы, да-да-да, поддакни мне. Теперь, если я поменяю свой контур и скажу это с многим, наверное, привычным контуром, It's a beautiful day today, isn't it? Это будет очень странный контур, потому что, и вообще очень странное предложение, потому что получается, что я на улице не был, окон у меня тоже, наверное, нет, и я думаю, а что там за погода? То есть в такой ситуации вообще проще спросить, Is it nice outside or is it warm outside? Ну, как-нибудь. То есть это будет то же самое. Сделать нам привычный вопрос. И хвостовые вопросы с контуром, когда у нас clarification, то есть у нас обычная интонация statement, повествовательного предложения. То есть когда у вас нисходящий тон. Интонация английского повествовательного предложения, declarative sentence, имеет нисходящий тон. Например, I like sushi. I like sushi. Вы идете вниз. Вы не идете наверх. Sushi. I like sushi. Также и в этом хвостовом мы называем вопрос, но это не вопрос. It's a nice day, isn't it? It's a nice day, isn't it? Например, следующее предложение. You paid for parking, didn't you? You paid for parking, didn't you? Сравните, если я скажу это с другой интонацией, как будто я не знаю, что человек за парковку заплатил, и я спрашиваю на самом деле. You paid for parking, didn't you? You paid for parking, didn't you? Здесь я не знаю. Я могу просто спросить, did you pay for parking, right? You paid for parking, didn't you? You paid for parking, didn't you? Видите, нисходящий тон, он совершенно меняет смысл. И поэтому это важно. Это очень важно, потому что если вы будете разговаривать с англофонами и постоянно делать хвостовые вопросы наверх, это звучит, во-первых, это поднадоедает уже через третье или четвертое такое предложение. И получается, вы все время человека спрашиваете. Такое ощущение, что у вас нет своего мнения, вы не ассертивны и вы чего-то там боитесь. Я знаю, это трудно понять, когда вы учите язык и вам это представить трудно. Поверьте, если хотите, можете найти какой-нибудь ресурс по произношению, именно Intonation Contours. Почитать исследования, когда проверяли, как реагирует человек-англофон на вот эту странную интонацию, которая не совсем впопад, и вы можете понять, что у людей возникают разные ассоциации. Вашей вины в этом нет, вы даже об этом не знаете, но просто люди со стороны это понимают совершенно не так. Поэтому очень важно, чтобы была правильная интонация. Она даже важнее, чем все ваши вот эти вот linking и reductions, потому что можно не сделать сокращение, можно не, я имею в виду не соединить слова в предложении, да, но когда вы хотите какую-то сказать предложение и чтобы вы были веселы, чтобы люди знали, что у вас очень хорошее настроение, но из-за того, что у вас неправильный интонационный контур, вы звучите так, как будто у вас депрессия самой последней стадии, либо вы раздражены чем-то, либо вам как будто бы наплевать на все. То есть есть исследования, именно англофоны так понимают речь иностранцев. Хотя иностранцы, когда это слышат, они удивляются, они говорят, ну как же, у меня же... Потому что они привносят элементы своего родного языка, и он влияет очень сильно на то, как мы говорим. Alright, let's recap.
Интонационный контур вопроса, когда мы хотим человеку предложить что-то выпить, ты будешь там что-нибудь, там чай, кофе будешь, да? Мы говорим это с восходящим тоном на последнее только слово, не на второе. Например, do you want tea or coffee? Если мы хотим, чтобы человек выбрал один предмет из двух, мы повышаем наш контур на первом выборочном слове. Do you want tea or coffee? И на втором слове мы его понижаем. В хвостовых вопросах, которые чаще всего используются и используются именно для small talk или icebreaker, для того, чтобы начать какой-то разговор, мы используем интонационный контур обычного повествовательного предложения, то есть понижаем его. It's a nice day, isn't it? You paid for parking, didn't you? Если мы хотим задать вопрос, мы реально ничего не знаем, тогда вы делаете интонационный контур, вам знакомый, также в русском языке происходит, когда повышается тон на последнем слове. You like sushi, don't you? Или do you like sushi? Напоминаю, что у меня есть Instagram Kirill's_English, также есть Telegram Kirill's_English. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал на Инстаграме, подписывается на платный канал на Инстаграме и поддерживает меня здесь на YouTube. Thank you so very much. Я желаю всем отличных выходных. Merry Christmas, если вы отмечаете. Пока.